Протест в чемпионате Бразилии. Определились обладатели кубков Турции, Франции и Греции. Сенсационный результат в России, а также битва японских грандов. Это и многое другое в новом выпуске волейбольных новостей. С вас, как обычно, лайк и подписка на канал, а с меня свежие волейбольные новости. Если вы хотите наблюдать за решающими матчами топовых чемпионатов в прямом эфире, то обязательно заходите в мою группу ВК, перейдя по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Также там сейчас проходит розыгрыш 3 волейбольных мячей Valar, поэтому успейте принять участие, победителей мы узнаем уже 7 апреля. И быть может, именно ты станешь одним из счастливчиков. Олег Плотницкий завершил карьеру в сборной Украины. 27-летний доигровщик итальянской Перуджи поблагодарил игроков, тренеров и болельщиков за поддержку и совместные достижения. Однако волейболист выразил надежду на будущее возвращение в сборную в другой роли. На это отреагировал президент Украинской Федерации волейбола. Он заявил, что понимает решение доигровщика, но был разочарован, что тот не отвечал на его звонки и заранее не предупредил о завершении своей карьеры. Этот конфликт можно назвать одним из самых громких в профессиональном волейболе последних лет на линии глава федерации главная звезда команды. И он, похоже, останется нерешенным. Однако впервые украинские СМИ встали на сторону Мельника, критикуя Плотницкого за его позицию. Игроки неврологии, занявшие последнее место в бразильской суперлиге, необычно протестовали против задержки выплаты заработной платы. В матче против Ольренатов в прошлую субботу игроки расположились спиной к первой подаче соперника. Протест повторялся несколько раз во время матча. Тиркуен спустя 7 лет выиграл Кубок Франции. Переиграв Монпелье в драматичном 500-м финале, Тиркуен завоевал свой второй Кубок Франции. Первый был датирован 2018 годом. MVP встречи был признан молодой французский связующий Амир Тизи Уалу. Олимпиакос завоевал свой 18-й Кубок Греции. Этого достижения удалось добиться после победы над ПАОКом в финальном матче со счетом 3-1. Титул MVP достался канадскому доигровщику победителей Джону Гордону Перину. Фенербахче выиграл Кубок Турции. В финале турнира волейболисты стамбульской команды переиграли Халкбанк со счетом 3-0 и завоевали 5-й подобный кубок в своей истории. MVP турнира стал французский доигровщик Эрвин Габет, который также даст концерт в рамках World Paris Tournament, крупнейшего турнира по парковому волейболу во Франции. Событие пройдет с 6 по 8 июня 2025 года в Париже. Нова расторгла контракт с Олегом Согриным. Причиной стали провальные результаты в чемпионате России и на международном турнире. Также сообщается, что после заключительного матча в Дубае тренер самовольно покинул расположение команды, переехав в другой отель без согласования с руководством клуба. В итоге он пропустил 2 тренировочных дня и не вернулся домой с Новой. После этого в клубе посчитали невозможным дальнейшее сотрудничество. Польский центральный Матеуш Бенек сообщил, что не примет участие в чемпионате мира. Волейболист рассказал о проблемах со здоровьем и отметил, что ему рекомендовано 3 месяца после окончания сезона воздержаться от прыжковой нагрузки. А в Италии начинают официально подтверждаться некоторые переходы. Например, канадский доигровщик Броди Хофер, венгерский диагональный Кристиан Падер и немецкий связующий Ян Циммерман составят новое атакующее трио в Монце. К ним присоединится Леонардо Сканферло. О переходе итальянского либера говорили уже давно, а теперь он стал официальным. 26-летний волейболист после 6 лет в Пьяченце решил сменить клуб. Его заменит Доминико Паче из Честерны, а сам Сканферло займет вакансию Марко Гаджини, который отправится в Перуджу. Ранее ходили слухи, что Леонардо мог оказаться в факеле. Кубинский диагональный Хесус Эррера, скорее всего, останется в Перудже. Он также мог оказаться в Монце, и у него были контакты с российскими клубами, но он продолжит выступать за свой текущий клуб. Сербский связующий Вук Тодорович и болгарский доигровщик Матей Казиски подписали контракт с Падуей на следующий сезон. Итальянский доигровщик Джулио Магалини станет первым усилением Гвардоцолины. А французский центральный Юрий Сидик подписал 3-летний контракт с Пьяченцей. Туда же перейдет французский диагональный Анри Леон. Иван Зайцев может оказаться в итальянском Милане. 36-летний доигровщик отказался от идеи продолжения карьеры пляжного волейболиста и может присоединиться к итальянскому клубу, который также рассматривает на позицию доигровщика Донована Джаворонка. Итальянский связующий Лука Спирита в следующем сезоне будет выступать за Панатинайкос. Греческий клуб достиг соглашения с волейболистом на сезон 25-26. 31-летний Спирита провел 8 сезонов в составе Вероны.
Фабио Балаза получил травму плеча и пропустит остаток текущего сезона. Итальянский либеро Лубо Чивитановый столкнулся на тренировке со своим партнером. 1 апреля он перенесет операцию в Модене. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Переигровщик Оренбуржья Ильяс Подобец в следующем сезоне будет играть за уфимский «Динамо Урал». К нему также присоединится диагональный МГТУ Сергей Пирайнин, где на этой же позиции имеется уже Роман Потолюк. На этой неделе у нас было не так много матчей, но даже этого хватило для того, чтобы слегка шокировать волейбольную общественность, в особенности в России. Московская «Динамо» после успешного выступления на международном турнире в Дубае закончила свой путь в российской суперлиге на стадии четвертьфинала. В последний раз москвичи были ниже 4-го места в 2019 году. А обидчиками обладателя Кубка и Суперкубка России стали волейболисты «Динамо ЛО». И если их победу в первом матче на домашней площадке можно было списать на какие-то факторы, то вот в Москве уже все выглядело максимально закономерно. 2 победы по 3-1 отправляют «Динамо ЛО» в исторический полуфинал. Так что теперь московскому «Динамо» предстоит проходить отборочный этап на Кубок России, финальная часть которого пройдет в мае в Казани. С огромным интересом за этими матчами наблюдали все участники полуфинала, потому что, учитывая специфичный для этого сезона регламент, никто не знал своего соперника по следующей стадии. Так что теперь «Зенит Казань» будет экзаменовать «Динамо ЛО», которые еще и потеряли своего основного диагонального во втором матче четвертьфинала, а Белогорье помирится силами с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первые 3 матча серии пройдут со 2 по 8 апреля. В финальную часть пройдут команды, которые смогут добыть по 3 победы в своих парах. В Италии также известны все полуфиналисты. Посреди недели состоялись 4-е матчи серии, и лидирующие команды завершили начатое. Трентино и Лубо Чивитаново после того, как завершили свои выступления в Европе, взялись штурмовать локальные вершины. Символично, что все матчи, как и обе серии, завершились со счетом 1-3. Лубо переиграла в гостях Милан, а Трентино оказалась сильнее Чистерны. Теперь Милан и Чистерна присоединятся к Вероне, Модене, Падуе и Гратацолине. Их ждет турнир за распределение мест с 5 по 10, где победитель этого турнира получает путевку в Кубок Вызова на следующий сезон. А в борьбе за Скудетто в полуфинале Трентино сыграет с Пиченцей, а Перуджа с Лубо Чивитановой. Первые матчи пройдут уже на этих выходных. А вот в польской плюс-лиге мы только начали погружаться в матчи плей-офф. Первые встречи четвертьфинальной серии состоялись, и безусловно нужно обсудить их результаты. В первый день сошлись достаточно очевидные пары. Норвит лишь в 3-м сете навязал борьбу действующему чемпиону Польши Яшевски, но даже это не позволило им вырвать хотя бы одну партию. Более напряженным получился поединок между проектом Варшавой и Скрой, где также все мог решить третий игровой отрезок, но гости не смогли удержать трехочковое преимущество и так же, как и Норвит, уступили в первом матче со счетом 0-3. На следующий день мы могли проверить теорию о важности третьего сета. Рисовия, уступая Алрону 0-2, забирает себе третью партию, но даже это не привело их не то чтобы к итоговому успеху, а даже к тайбрейку. Единственной командой, которая не смогла забрать домашний матч, стал Люблин. Забрав себе трудовой первый сет, Леон и компания не смогли оказать должного сопротивления гостям, и Закса во главе с Бартошем Куроком делает шаг на пути к полуфиналу, завоевав гостевую победу в 4 сетах. Вторые матчи пройдут уже 1 апреля. В Японии по-прежнему идут баталии предварительного раунда, где уже стали известны практически все пары плей-офф. Определяющим здесь, безусловно, были 2 противостояния. Основным событием были сражения 1 и 2 команды чемпионата. Wolf Dogs принимали у себя в гостях Балютион, и это были 2 очень ярких противостояния. Немир в первом матче успел установить свой личный рекорд результативности в Японии, записав себе в актив 44 очка, но даже этого не хватило его команде для победы, они уступили в 5 сетах. Несмотря на все старания голландского диагонального, во втором матче столько энергии в нем уже не было, так что и тайбрейка мы не увидели. Победа Блютион со счетом 3-1, где 2 сета из своих 3 они закрыли при помощи эйсов. Я бы отметил появление на площадке Масата Кая, который уверенно проявил себя и помог разгрузить в нападении Нишиду и Лопеза, так что к матчам Sunbirds они подходят в неплохой форме. А птички, как раз таки одержав 2 уверенные победы на дворе, смогли подняться на 2-ю строчку в таблице, временно обеспечив себе место в полуфинале. Возвращение в обойму Стингс Кента Миюры позволило его клубу одержать 2 заслуженные победы над Great Bears, что также улучшило их турнирное положение. Теперь они точно закончат регулярку на 4-й позиции. За последнюю путевку в плей-офф бились Thunders и Blazers. Обменявшись победами, команды остались на своих позициях, про которые мы поговорим чуть позже.
Но пока вы можете взглянуть на результаты всех матчей, которые прошли в Японии за последние 7 дней. Бюллетен практически гарантировал себе первую строчку по итогам регулярного чемпионата. Даже если они проиграют оба матча Sunburst на этой неделе, вряд ли они не смогут добиться нужного результата в матчах против Arrows. Стингс уже железно будут четвертыми, Great Bears пятые, а вот Blazers, учитывая их заключительные матчи, выглядят фаворитами в борьбе за 6-е место в плей-офф. Развязка уже совсем близко. Пока мы наблюдали за баталиями в Кубке Турции, а теперь терпеливо ждем начала плей-офф в чемпионате, самое время обсудить результаты заключительных матчей регулярного чемпионата Бразилии, где уже совсем скоро начнутся матчи плей-офф. Сессии предстояло пройти проверку лидерами чемпионата. Если дома действующие чемпионы смогли переиграть Минос со счетом 3-2, выиграв драматичный тайбрейк 20-18, то вот в гостях они уже не смогли серьезно удивить волейболистов Воли Рената, проиграв встречу со счетом 1-3. За последнюю путевку в плей-офф вбили Сан-Жозе и Гуарульюс, жаль, что не друг с другом. И вторые не оставили шансов, проигравшие все матчи неврологии, а в это время Сан-Жозе на домашней площадке ничего не смог противостоять Сюзанна. Так что в этом сезоне они снова остаются без плей-офф. Результаты всех встреч и итоговую турнирную таблицу вы сейчас сможете посмотреть на ваших экранах. Так что уже в эти выходные в четвертьфинале бразильской суперлиги Сада Крузейра сыграет с Гуарульюс, Минос Сюзанна, Сесси с Прай, а Воля Рената с Жоинвиллем. Ждем ли мы таких же сенсаций, которыми побаловал нас плей-офф в прошлом году? Или же все четвертьфиналы будут максимально логичными? Жду вашего мнения внизу в комментариях. Лунный сезон подходит к концу, так что и второй сезон волейбольных новостей близок к своему завершению. Поэтому не стесняйтесь поддерживать данное видео, если вы хотите видеть подобный формат и в следующем сезоне. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.